Скучает ли она в разлуке? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Сегодня мы посмотрим разные варианты, поскольку это общий расклад и про бывших, и про настоящих женщин. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Мы прикрываем наготу, да, чтобы YouTube не ругался. Что я вам скажу, мои хорошие? Среди вас, конечно же, большинство, наверное, мужчин, которые имеют психотравму. И, конечно же, эту психотравму нанесла вам женщина, с которой вы, скорее всего, были в браке, либо же в отношениях, да, и из-за этого сейчас вот у многих может проиграться в душе зима и гололед. В каком плане? Отсутствие желания вступать в новые отношения. Может быть, у кого-то страх перед новыми отношениями, у кого-то это внутренний протест, какое-то отвержение женщин, а все потому, что одна единственная разбила ваше сердце. У кого-то может быть не одна, конечно, да, в зависимости от того, сколько у вас было браков. Но то, что у многих сейчас личная жизнь на паузе по тем или иным причинам, это однозначно. Опять-таки нам показывают, что вы человек семейный, да, вы вообще по жизни не размениваетесь на лишь бы каких женщин. У вас как-то вот предпочтение, да, если одна, то одна. Вы, даже я бы сказала, что вы больше однолюб. Вы человек очень переживательный. Вы человек, который может очень долго думать, переживать, даже из-за каких-то, может быть, чепуховых моментов. Давайте как раз по этому поводу сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, все в комментариях. Насколько вот вы считаете, вы переживательный очень человек, либо же нет, вы такой пофигист, может быть, да, либо же особо не заморачиваетесь. Вот какой вы, как вы считаете? Давайте вот, ну так, положа руку на сердце. У кого-то из вас может проиграться, ну, поскольку это общий расклад, да, возможно, вы недавно, ну, либо же брак заключили, может быть, вы собираетесь заключить брак с новой избранницей. То есть вы пережили уже такой период страданий, переживаний, период отвержения, период, когда никого, ничего не хочу, и жизнь начинает налаживаться. Кто-то из вас все-таки еще смотрит не вперед, а назад. Ну, то есть вы живете прошлым. И этот момент у нас очень часто проигрывается в сигнификации. Ждете, может быть, пытаетесь сделать какие-то шаги по отношению к бывшей женщине. Может быть, ждете от нее каких-то шагов, да, ну то есть вы думаете не о новых отношениях, а о прежних, как их склеить, как их вернуть, как это все в себе совместить, перебороть, потому что с одной стороны больно, обидно, есть некое такое вселенское разочарование, но с другой стороны вы понимаете, что вы не можете, вы не готовы отпустить эту женщину и готовы ей, ну, чуть ли не все прощать. Напишите, у кого это срезонирует. Что еще нам нужно знать о вас? Однозначно, многие пережили любовные треугольники. Сейчас, может быть, кто-то из вас еще проходит, ну, такой период денежного накопительства, если можно это так назвать. Может быть, собираете на что-то денежку, что-то важное, ценное вам хочется купить. Может быть, это ваша давняя мечта. У кого-то это квартира, может быть, на кону стоит. Может быть, дом, там, машина. Но это что-то такое дорогостоящее. Плюс вы человек, который будет очень-очень так скрупулезно относиться к деньгам. Всегда вы так делали, вы не транжира ни в коем случае. Поэтому, ну, вы как-то вот очень рационально тратите деньги, да, сначала то, что в первую очередь важно, да, вот туда вы потратите, а потом уже на все остальное. Кто-то из вас может сейчас состоять в любовной переписке с какой-то женщиной, но это скорее интернетная такая история.
Ну, здесь, скорее всего, только начало переписки, начало, может быть, такого виртуального романа. Итак, давайте-ка смотреть, мои хорошие, кто же скучает по вам, да? Мы сейчас рассмотрим разные варианты, посмотрим, кто к нам сначала пришел на расклад, какая женщина к нам пришла на расклад, с которой вы в разлуке. Кто эта женщина? Ну, я так склоняюсь, что, скорее всего, сначала к нам пришла на расклад женщина, с которой вы уже находитесь на расстоянии, но которая как раз и нанесла вам те такие довольно глубокие душевные раны. Это женщина, с которой вам когда-то безумно было хорошо. Это женщина, которую кто-то из вас, как я уже сказала, это в начале расклада, кто-то из вас, может быть, еще любит, не отпустил. Это женщина, с которой вы чувствовали себя какой-то период, ну, наверное, самым любимым, самым счастливым человеком. Да, она неплохо выглядит. Да, она ухоженная. Она может выглядеть моложе своего возраста. Она, ну, такая очень веселая, озорная. Она любительница интима. Она может быть классная любовница. И все проблемы как раз и возникли в вашей жизни с ней из-за всех ее вот этих таких, знаете, любовей к развлечению, любовей, ну, если можно так назвать, да, каким-то вот развлекательным моментом, и впоследствии сюда подключились и мужчины, да, вот как такая развлекаловка, то есть пошли любовные треугольники, но мы сейчас об этом не будем. То есть это женщина, с которой когда-то было классно, но которая принесла вам дикую боль впоследствии. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, скучает ли она по вам. Неважно, у вас были с ней отношения, либо же была у кого-то семья. Главное, что уже эти отношения в прошлом, эта семья в прошлом. Поэтому давайте смотреть, у кого что проиграется, что срезонирует. Скучает ли она по вам? Она скучает не то слово, потому что вот есть какие-то у нее ностальгические моменты. И те из вас, которые хотели бы ее вернуть, в принципе, знаете, вы можете дерзнуть и сделать какой-то шаг ей навстречу, потому что она точно так скучает по вам. Она ждет вашего какого-то звонка, вашего шага, может быть, вашей смс-ки. Она вспоминает те моменты, когда вы вот что-то либо же вместе делали, может быть, вы по дому вместе, там, знаете, вот кушать готовили, убирали, там еще чем-то занимались. Она вспоминает те моменты, как вам когда-то было хорошо, уютно и комфортно. Она только спустя вот какое-то время разлуки, она поняла и она оценила, какой счастливой она была тогда рядом с вами. Вот она действительно понимает, что вот только тогда она, ну, на все 100% чувствовала себя любимой женщиной. Как вы в нее вкладывались? Она только сейчас понимает, вот как вы в нее вкладывались, потому что вы любили. И это, ну, естественный процесс. Неважно, сколько вы зарабатывали, да, вот, ну, в меру своих возможностей. Она скучает и даже ревнует. Вот она ревнует ужасно, хоть понимает, что назад дороги нет, да, хоть ей бы хотелось даже в каком-то смысле. Может, ребят, у вас проиграться, что вот у кого-то из вас, да, потому что это общий расклад, что женщина реально подумывает, вот как бы вас вернуть. Но почему-то она не очень в это верит. Она очень трезво относится ко всему, что происходит между вами. Она очень такой человек, ну, я бы сказала, у нее есть и самокритика, вот она и самоанализом периодически занимается, то есть работу над ошибками, в общем-то, она провела уже спустя какое-то время, понимая, что много косяков у нее есть. Но почему-то, вот, знаете, у нее такие сомнения. С одной стороны, и хочется вернуться, и колется. С другой стороны, она понимает, что вряд ли вы ее примете, потому что слишком много плохого было сказано и сделано. Слишком много обид.
но она не может ничего сделать со своими мыслями, она не может совладать со своей какой-то вот ностальгией, да. Плюс еще здесь у кого-то может проиграться, что она, ну, каким-то образом знает о вашей жизни. Либо же она мониторит, у кого-то проиграется, что она мониторит вашу жизнь. Это может быть соцсети, это могут быть опросы ваших там общих знакомых. Это могут быть и ваши такие личные встречи периодически, да, может быть, по каким-то вопросам вы пересекаетесь. Но очень часто обычно пересекаются по вопросам детей, да, вот хочешь, не хочешь, а контактировать как-то приходится. Поэтому вот когда она смотрит на вас, вот если вы общаетесь, я думаю, здесь вы можете заметить и какую-то грусть в глазах. Вот какую-то такую, знаете, вроде бы с одной стороны и радость, и грусть одновременно. Вот какой-то отпечаток есть у нее на лице. Вот она может смотреть на вас, пряча глаза. Она может с грустинкой смотреть. Она, ну вот что-то в ее обличии есть, то, что выдает ее настоящее отношение. Она может бравировать, она может выделываться перед вами и показывать, как жизнь прекрасная, она счастлива, все хорошо. Но вот именно глаза, не зря говорят, что это зеркало души, вот глаза ее 100% выдают. Поэтому обращайте внимание, либо она прячет глаза, она может иногда робеть, может краснеть, могут быть, ну, разные такие, даже на физическом уровне, какие-то вот проявления, вплоть до дрожи тела, вплоть до какой-то дрожи в голосе. Обращайте на это внимание, напишите, если кто из вас это замечал. Конечно же, она скучает, потому что только теперь она понимает, вот вы выпали как император, но она реально понимает, что потеряла мужчину достойного. Да, у каждого есть косяки, да, все мы не идеальные, но тем не менее все познается в сравнении, а поскольку она тоже какой-то период сравнивала, да, то есть она была не одна, здесь были и романы даже с женатыми мужчинами, ну, то есть мы не будем сюда лезть сейчас, где и с кем она была. Но скажу одно, в этом сравнении вы выигрываете 100%. Поэтому есть здесь ностальгия, и скучает, и страдает, и понимает, что натворила, но, как говорится, поезд ушел. Давайте-ка посмотрим теперь, поскольку это общий расклад, мне интересно посмотреть те отношения, да, вот у кого, может быть, сейчас проиграется, что у вас есть отношения, но по какой-то причине вы на расстоянии. Кто-то находится, может быть, за границей, по работе, там еще какой-то вынужденный отъезд, да. Кто-то находится, может быть, там, где горячо, да, то есть разные ситуации. Мы сейчас посмотрим вот пары, неважно, вы просто в отношениях, либо вы в браке, мы просто посмотрим, ваша женщина за вами скучает или нет. Какая женщина в этом случае пришла к нам на расклад? Ну, здесь тоже женщина такая очень веселая, очень задорная, очень классная. И неважно, недавно вы с ней в отношениях, либо уже какой-то период вы, может быть, пробыли. Она вам нравится, вы строите планы по поводу нее. У вас как будто началась новая история. У кого-то это новая семья, у кого-то новые отношения. И, естественно, вы строите какие-то далекоглядные планы. Но жизнь периодически вносит свои коррективы, к сожалению, да, и приходится кому-то разъезжаться, кому-то быть, ну, действительно на расстоянии, потому что есть определенные обстоятельства. Так вот, скучает ли она по вам? Однозначно. Однозначно скучает, и я вам скажу так, здесь могут даже у нее проиграться финансовые проблемы, вот какие-то трудности, либо с деньгами, по работе. Но она старается вас даже как-то не напрягать. Если она и говорит о каких-то своих сложностях, она это говорит очень и очень деликатно. Она пытается при вас держаться бодрячком, хотя ее очень часто накрывает. Ей хочется, знаете, упасть в ваши объятия. Вот хочется ей побыстрее с вами встретиться, потому что без вас ей очень плохо и одиноко. Вы можете даже на расстоянии по разным, да, моментам, таким личностным, можете поддерживать отношения, вплоть до того, что, ну, все взрослые люди
Вы прекрасно знаете, что можно и тот же интим по видеосвязи поддерживать, да, я не буду вам рассказывать все эти фишки, все это проходили, может быть, знаете, как это бывает. Но вы можете и даже должны, ребят, это вам такой маленький совет карт, поддерживать эту такую эротичную немножко связь. Это будет вносить и такую маленькую перчинку, остринку в ваши отношения. И будет больше чувствоваться какое-то присутствие, больше будут играть и ваши такие эмоции, гормоны, адреналинчик. Ну, то есть здесь будет более такая, знаете, расслабленная обстановка. Потому что, еще раз говорю, кто находится на расстоянии, вот с женщиной, со своей, да, с которой, ну, плюс-минус, все нормально. Так и знайте, она старается вас не расстраивать. Она вам не все говорит, просто чтобы не нагружать. Она не жадная к деньгам и пытается вот сама вырулить, вот пытается вырулить. Здесь семья ее может помогать, здесь могут помогать какие-то знакомые, может быть, приятельницы, подружки, да, вот финансово могут помогать. Помимо того, что, может быть, и вы денежку подбрасываете какую-то, но здесь, может быть, даже стоит вопрос, либо же ее перехода на другую работу. Здесь может быть сокращение зарплаты. Разные моменты могут проиграться, но она вас не будет напрягать. Это говорит о том, что человек действительно вас любит, не хочет расстраивать, особенно тех, кто находится там, где горячо. Вот не хочет она вас расстраивать, хотя у нее иногда, ну, действительно, такие кошки скребут на душе. Так, что еще нужно знать? Все будет хорошо. И я вам скажу так. Кто находится на расстоянии, вот в отношениях, да, которые мы сейчас разбираем, не про бывшую, у вас еще присутствует такая обоюдная ревность. Ну, это, в общем-то, нормально в отношениях, да. Хоть вы и доверяете, хоть у вас любовь есть, но все равно вот есть где-то сидит такой червячок сомнений, а вдруг? А вдруг появится кто-то? А вдруг появится лучше, да? Но это даже больше у вас, я бы сказала, больше этот червячок такой сомнений. Потому что она вот почему-то, ну, она то ли больше доверяет. Вот у кого-то может проиграться, что она, ну, сама по себе такой не очень ревнивый человек. Поэтому, да, скучает, тоскует, даже бережет вас, ребят. Вот именно слово «бережет», наверное, сюда подходит больше всего. Поэтому у кого проигрывается такая история, да, что вот вы по каким-то причинам сейчас вынуждены быть на расстоянии, у вас все наладится, у вас все будет хорошо, у вас есть любовь, добавляйте немножко перчинку интимного характера, ну и все будет шикардос. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!